В просторном доме на окраине Чикаго жизнь шла размеренно, но строго по распорядку. Хозяин, известный предприниматель Дэниел Харрис, редко бывал дома после смерти жены. Его дни полностью поглощала работа, а воспитание близнецов Эмили и Джейсона он доверил няне и обслуживающему персоналу. Дом был наполнен безупречной чистотой: блестящие полы, ровно расставленные цветы, идеально заправленные кровати. Но внутри царила пустота, почти как в музее, где никто не живет. Лорен, молодая горничная, появилась всего несколько недель назад. Она старалась оставаться незаметной, тихо выполняя обязанности и следя за домом, но постепенно ее внимание к детям выделяло ее среди остальных сотрудников. Однажды вечером Дэниел вернулся домой раньше обычного. В доме была непривычная тишина. Смех близнецов не доносился из детской, няня не появлялась. В гостиной он снял пальто и, пройдя к детской, увидел Лорен. Она лежала на ковре, обняв Эмили и Джейсона. Дети спокойно спали, едва улыбающиеся во сне, держа ее за руки. Сначала Дэниел почувствовал раздражение. Почему они на полу, где няня? Но, глядя на Лорен и малышей, он ощутил что-то другое, тепло, заботу, которой ему самому не хватало. Рядом лежала пустая бутылочка с молочной смесью и игрушка. Было видно, что Лорен осталась с детьми несколько часов, не успев даже поесть. Домработница Энн объяснила, что няня ушла по срочным делам, а Лорен осталась с детьми. Дэниел замолчал, наблюдая, как Лорен осторожно поправляет одеяло, не разбудив малышей. В этот момент он понял, что никогда прежде не видел своих детей такими спокойными. Даже самая опытная няня не могла дать им такого чувства защищенности. На следующее утро Дэниел застал Лорен снова с детьми. Она сидела на полу, обнимая Эмили и Джейсона, пока они смеялись и пытались кормить ее кусочками печенья. Он почувствовал, что дом, наконец, ожил. С этого дня он начал замечать ее каждое движение, как она учила детей завязывать шнурки, как играла с ними в прятки, как нежно успокаивала их перед сном. Позже он узнал, что Лорен выросла в детском доме и понимает, как важно детям ощущать заботу и тепло. Через месяц он пригласил ее в кабинет и предложил остаться навсегда, не как горничная, а как часть семьи. Она замерла от неожиданности, а дети обняли ее так крепко, что, казалось, никогда не отпустят. Дэниел понял, что это решение, принятое сердцем, было верным. С этого момента дом Харрисов изменился. В просторных комнатах Чикаго снова раздавался смех, а уют и тепло стали частью каждого дня. Лорен стала для Эмили и Джейсона не просто заботливым взрослым, а настоящей опорой и матерью, которую они могли обнять и довериться. Дэниел понял, что счастье его детей не купишь ни за какие деньги, его создает искренность и любовь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.